Привет, друзья! Сегодня у нас особенный день. Будем вспоминать детство и готовить невероятно вкусные и ароматные творожные пончики. Юху! Начинаем с творога. Если вы выбрали такой, как и я, зернистый, вам нужно его протереть через сито. Тогда мы уберем все комочки, и наши пончики станут еще нежнее и вкуснее. Когда мы закончили с нашим творогом, мы добавляем 3 яйца. Каждое весит 67-70 грамм. Добавляем сахар для сладости и ваниль для аромата. Она сделает наши пончики такими вкусными. Добавляем щепоточку соли. Это натуральный усилитель вкуса, и с ней каждое блюдо получается вкуснее. И обязательный ингредиент является пищевая сода. Добавляем где-то 1/3 столовой ложки. Соду предварительно гасить не нужно, так как у нас творог имеет кислую среду, и она очень хорошо подружится с ним. И последний наш ингредиент, но немаловажный, это, конечно же, мука. Мы ее вводим в 2 этапа. У нас тесто получается очень мягкое, и оно очень приставучее, поэтому не пугайтесь. Но его забывать с мукой не нужно в никаком случае. Если мы его забьем, то наши пончики при жарке они не увеличатся и не станут пушистыми. Теперь мы присыпаем с мукой наш стол обильно, вот так, и вываливаем наше тесто. Похлопаем чуть-чуть вот так. И сверху тоже посыпаем. И пытаемся образовать вот такую длинную колбаску. Вот какие у нас 2 колбаски получились. И сейчас наша задача их разрезать на небольшие кусочки, приблизительно одинакового размера. И начинаем катать наши шарики. Делайте наши будущие пончики небольшого размера, потому что если вы их сделаете очень большими, есть опасность, что при жарке они не прожарятся внутри, а снаружи просто сгорят. Ну и пойдут в мусорку. Поэтому идеальный размер шарика это между 20 и 25 грамм. Тогда вы точно не прогадаете, и они прожарятся равномерно. Наши пончики готовы, и настал момент, когда мы будем их жарить. Но прежде заняться с этим делом, нам нужно подготовить наш фритюр. Отпускаем в предварительно нагретую олею до 150-170 градусов небольшое количество пончиков, чтобы они равномерно прожарились и не слиплись. Они начинают золотиться прямо на глазах. Перекладываем готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот какие у нас пончики получились. Они очень нежные и воздушные. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. Пока!